Я рад вас приветствовать снова на своем канале. Весенняя охота уже прошла. У нас начался уже летний период охоты на трофейного самца косули. Обратно приехал в Белый Лось, потому что сегодня у меня охота была не запланирована, она спонтанная. Поэтому решил, раз пригласили, позвали, отказываться никогда не стоит. Потому что 2 раза откажешься, на 3-й раз тебя не пригласят. Что понравилось в белом лосе сейчас? Раньше, помните, я вам показывал, что у них есть шерп. Супер техника, они на ней катаются, вообще проезжает где угодно по таким болотам. Правда, честно, я на ней не катался, все время хочу Мишу егеря раскрутить, чтобы когда-нибудь он меня покатал. Но это не самое главное. Знаете, что я увидел у них? Смотрите. Вот такую технику я увидел. Но это ж не шерп, это какой-то БМП. Да, БМП! То есть, если у нас, образно говоря, он не может проехать на этих колесах, то смотрите, у нас выдвигаются нижние колеса. Видите? Нижние колеса выдвигаются. И получается как на гусеничной тяге. То есть, это реально какой-то военный БМП, БТР. Я не... он еще плавает! Смотрите. То есть, тут такая есть задвижка, она открывается. Там у нас, вон, лопасти и руль. Я хочу сказать, это уже что-то на богатом... Смотрите, что они сделали! Они сверху еще сделали эти самые лавочки. Я хочу сказать, конечно, это круто, это мощно. Вот на этой бы технике поездить. Я, правда, не знаю, сколько она жрет бензина или дизеля, какой здесь мотор. Но такое раньше, как говорится, я видел только на ютубе. Дай бог, когда-нибудь получится и мне на такой технике покататься. Смотрите, вот с одинакового расстояния буду снимать видео. Вот это вот БТР, БМП, какая-то плавательная машина, так ее назовем. И насколько маленький шерп. Ой, круто, круто. Молодцы, развиваются достойно. Вот мы и прибыли на место. Что самое интересное и что меня радует и облегчает мне охоту в сегодняшний день, это то, что когда у егеря спросил, где мы можем найти хорошего трофейного самца, он сказал, что это в том месте, где я обычно охочусь. Только, немножко надо перейти в другое место. Также нам сегодня облегчает то, что, как вы видите, данное поле полностью скошено. Поэтому нам будет легко ходить, легко подходить. Единственный минус, который сегодня у меня получился, так как это был спонтанный выезд на охоту. Не единственный минус, но один из их. Это то, что я не взял резиновые боты. Потому что у нас чуть позже выпадет роса. Поэтому я сегодня буду в трекинговых ботинках. Я надеюсь, роса будет не сильно большая, для того, чтобы не промокнуть. Вы должны понимать, какие бы у вас трекинговые ботинки не были, если будет большая роса, рано или поздно они все равно промокнут. Вопрос только насколько рано, либо насколько поздно. Не знаю, будут у нас сегодня комары или нет. Если будет ветер, то будет гораздо проще. Если не будет ветра, конечно же, они мне немного пистонов ставят. Есть ос разный, которым я пользуюсь, но лучше всего себя зарекомендовал это такой самый стандартный, это моцный стронг ос. Этот ос более всего работает. Эти какие-то лайтовые, да, они может и помогают, но как-то с этим озом, более-менее защита от комара обеспечена. Если кто-то пользуется какими-то другими прибамбасами, можете рассказать, я их также проверю. Чисто для себя, не для рекламы. Проверю для того, чтобы дать информацию другим людям. Потому что иногда бывает, что этот гнус как даст люлей, что уже и охоты не захочется. Поэтому на данный момент, прошлый год,
и позапрошлый пользуюсь вот этой продукцией. Кто-то это у меня там забывал, иногда я пользовался, но вот 2 вот этих стандартных, которые я сам покупал. А это кто-то оставил. Вышел охотиться, как вы помните, ну, это касается тех людей, которые смотрели прошлое видео. Сразу, когда я приехал, я увидел вон там у нас выходило 2 козлика. Ну, самочка и козел. Вот, сейчас выхожу с машины, смотрю какое-то движение. А оказывается, люди на дереве, ну, оно, чтобы пальцем не сбивать, вот сюда будете смотреть. Люди на дереве сделали качели, подъехали туда на машине и катаются во всю Ивановскую. Вот, музыка была, сейчас, правда, выключили. Вот, но это нам не мешает. Я всегда считаю так, что если вам суждено добыть козлика, то вы его добудете. Пускай там хоть свадьбы будут устраивать, козлик сместится за этот лес, и мы, обойдя вот этот вот выступ, там его найдем. Поэтому не стоит никогда как бы расстраиваться, если что-то поначалу идет не так. Всегда надо дожимать до победы. Так как любое видео, по моему мнению, должно нести некий положительный эффект. Да, охота сегодня будет четкая. Чуваки на этом самом, на эндуре мотоцикле катаются по тем местам, где обычно выходят козлики. Но не тот, который егерь мне говорил. Это мое стандартное место. Думал здесь, как это говорится, перекурить, но я так понял, курить я буду уже в другом месте. Сейчас мы поговорим на одну интересную тему, и после чего я смещусь. Потому что, на эндуро тут кататься, это уже, наверное, слишком. Качели — это лайт-версия того, что нам может подпортить охоту. Не суть. Итак, сегодня бы я, наверное, хотел поговорить по поводу трофейной охоты, а также именно уточнить у вас, у людей, возможно, кто-то ей занимается. Мне интересно, как вы к этому пришли. Вот я расскажу на собственном примере, а также на примере моих друзей, которые стали трофейными охотниками. То есть они уже как бы стали трофейными охотниками, а я так, знаете, сбоку приплека. Потому что я себя трофейщиком не считаю, я себя считаю тем человеком, который, если увидит хороший трофей, он его стрельнет. Но если не увидит хороший трофей, то, в принципе, я буду довольствоваться и обыкновенной взрослой косулей, либо косулей с немедальными качествами. Мне интересен сам процесс охоты. Вот. Но в этом году уже немножко вектор этот сместился. Объясню почему. Прошлые 2-3 года я охотился именно на результат. То есть мне было интересно приехать на охоту, добыть приблизительно там 3-4 косули. Вот. И я вообще не смотрел на некие трофейные качества. Я даже, может быть, был бы и рад, чтобы это были не трофеи, для того, чтобы меньше платить за это денег. То есть задача в те года стояла чисто настреляться. Вот. Но под конец прошлого года и начало этого года я уже понял, что мне это не приносит никакого удовольствия. Добыть там 5 косуль проблемы не составляет. С моим опытом, с моим оборудованием это просто вопрос времени. Вот, поэтому я уже начал смотреть в сторону трофейных косуль, потому что их уже сложнее добыть. Ее надо найти, к ней надо подойти и уже сделать качественный выстрел. Вот. Поэтому вот я так пришел к этому. То есть, настрелявшись, я пришел к трофейной охоте. Знакомый у меня Илюха Бруславский, также такой мощный трофейщик. Вот. Он также поначалу просто долбил, и в какой-то момент ему это стало неинтересно. Вот за прошлый сезон я добыл 45 или 47 косуль. Ну, куда это? Ты просто понимаешь, что это надо приехать домой, это надо потом это разбирать мясо, это перерабатывать, и я от этого устал. Поэтому я хочу чисто уже какого-то наслаждения и, может быть, некий бонус в виде трофейных рогов. То, что трофей дороже, да, он дороже, но я уже не гонюсь за мясом. Поэтому вот в сторону уже идет приоритет по трофейности. Многие скажут, тогда какого
ляда ты охотишься с теплоприцелом. Дело в том, что покупка данного теплоприцела и докупка линзы к этому теплоприцелу еще была тогда, когда у меня в голове не создался тот гениальный план стать трофейным охотником. Вот. Данный прицел, как вы помните по прошлому видео, он позволяет нам рассмотреть рога, даже рассмотреть отростки на 160 метрах, но все равно у меня нету того опыта, чтобы понять, это у нас медальный или не медальный. Я могу просто отличить, это у нас трофейный, либо не трофейный. А глубокого понимания трофейности самих рог у меня еще в голове не сложился. Поэтому, как я вам и говорил в прошлом видео, я заказал себе One Leaf, точно такой прицел. Также со сменными линзами, но цифровой. Цена его $877 с двумя линзами. С дальномером, с двумя линзами, с фонарем. Конечно, на рынке в Республике Беларусь, я так думаю, и в Казахстане, может быть, где-то и в России, у нас доминирует сейчас Hikmicro. Там 4К, все дела. Говорят, что лучшего прицела нету. И, как говорит Илюха, можно даже волосы на негре у негра в жопе рассматривать волосы. Вот так правильнее сказать. Вот, поэтому я хочу One Leaf. Если будет у кого-то желание, вроде бы Александр Калинчук сейчас взял себе вот этот Hikmicro последний, я хочу его сравнить. Но Hikmicro стоит 2000 евро, насколько я знаю. А тот $877. Поэтому мы сравним и уже поймем, что лучше. Будет лучше Hikmicro, определюсь, насколько я трофейщик, возможно, тогда куплю. Многие также могут сказать по поводу EOP, что EOP 6 плюс, EOP 3 плюс с шестикратным увеличением это лучший выбор сейчас для трофейщика. С этим, в принципе, полностью с вами согласен, потому что EOP дает хорошую картинку. У Саши Липковский застенок есть EOP 3 плюс с шестикратным увеличением. Да, он им пользуется, но все равно нет-нет, да и да, смотрит в сторону цифры. Он говорит, Леш, давай ты свою цифру закажешь, потом мы возьмем у Калинчука этот Hikmicro, вот, сравним, говорит, для того, чтобы я определился, какой себе покупать. Мол, вы за свои бабки сделаете сравнение, очень хитрый ход, вот, а я уже куплю то, что надо. Это Саня так говорит. В принципе, я полностью согласен, я думаю, эта информация будет очень много полезна для людей, потому что если Hikmicro действительно крутой, вопросов нет. 2000 за него можно отдавать, если он настолько крут. Вот. Но если он будет одинаковый, то у людей появится возможность купить что-то в сравнении. Я не говорю, что надо покупать то или то, но просто я попробую у себя на канале с ребятами выехать и сделать некий тест. Надеюсь, это будет людям полезно. Вот. Ну что? Наши байкеры тут уже рассосались. Я понял, тут уже на моем прикормленном месте ловить нечего. Поэтому мы сейчас сместимся в другое место. И там уже выберем точку. Потому что там я точку высшую не знаю. Покуда светло, я посмотрю, где и как мне там разместиться. Насколько я понимаю, я просто вспомнил разговор с егерем. Он сказал, говорит, я козлика видел с машины. Если он козлика видел с машины, значит нам надо пересечь этот гребень и уйти влево, потому что та часть у нас будет ближе к дороге. Здесь также мы столкнемся с проблемами, это рельеф. С одной стороны, это хорошо, нам будет проще подходить. С другой стороны, мы можем просто физически нашего козлика не увидеть. И, как практика показывает, у меня, охотясь в этих местах, то есть я иду, не готовлюсь к выстрелу, и потом просто упираюсь в козлика. Вот. Он в афиге, я в афиге. И тут главное успеть сделать быстрый выстрел, чтобы он никуда не свалил. Я понял, чего меня не долбил гнус, когда я был на поле. Дело в том, что, во-первых, это было все скошено. Вот. И, во-вторых, сегодня плюс-минус ветер. Потому что, как вы видите, вот сейчас я прошел через траву, поднял столько мошкары, они меня просто начали долбить. Но, слава богу, здесь... Ой, блин,
Сейчас, секунду. Ну, слава богу, здесь также все покошено. Как вы видите, на таких полях, конечно, охотиться просто шикарно. Выходите в свое удовольствие. Тем более, как я говорю, что ветерок, высокой травы нету, гнуса нету, и просто наслаждаемся. Сейчас план у нас действий такой. Беру теплогляделку и начинаю заходить на возвышенности. То есть я захожу на возвышенность, просматриваю, потом захожу на возвышенность, просматриваю. Насколько я знаю, мне надо идти туда, либо обойти с этой стороны. Но мы пойдем по высокой части. Вот. И там где-то я размещусь, посмотрю и подожду своего козлика. Ну вот, мы пришли на место. Я думаю, что это то место максимально оптимальное в сложившейся ситуации. Здесь мы сверху можем просматривать довольно-таки большой участок полей. Если у нас будет козлик выходить, то мы это все увидим. Вдалеке мы можем увидеть. И сбоку. Конечно, тут начинается ландшафт. Здесь много мы не увидим. Но на данный момент становиться там не имеет смысла, потому что, как вы помните, вдоль вот так катается эндуро-мотоцикл. Поэтому при всем этом зверь у нас сместится где-то в эту часть. Вот, стою в теньке, и здесь немного уже начинают мошки летать. Да, они меня не долбят, комаров нету, но небольшие такие атаки они на меня уже совершают. Короче, во мне до сих пор бьются две сущности: мясника и трофейщика. Стою уже, наверное, часик здесь. Кстати, раньше бы я не наслаждался просто так стоять и любоваться природой. Раньше бы меня уже черви точили, что надо куда-то бежать, надо кого-то искать, надо кого-то стрелять. Видел 4 лисы, которые бегали справа налево, слева направо. Повторюсь, раньше бы я однозначно их стрелял, уходил бы с этого места и ждал бы того момента, гулявший, покуда не наткнусь на какую-нибудь косулю. Вот здесь же я посчитал, что все-таки это место то, которое было указано егерем, поэтому лис я не стрелял. Но все равно, когда лисы скрылись, когда я вот до сих пор никого не увидел, уже такой думаешь, блин, наверное, надо было этих лис стелить. В принципе, для того, чтобы остаться между трофейщиком и мясником, я все-таки сейчас пройду. Если вдалеке я увижу какой-то хороший трофей, ну типа там плюс-минус достойный, я его стрельну. Если я не увижу, то я его стрелять не буду. И мы будем возвращаться. И уже по пути назад, если там уже вообще будет глухо, что все-таки, наверное, я думаю, мы кого-нибудь добудем. Естественно, если же принявший решение кого-то добывать, у нас еще хватит там времени это сделать, потому что завтра рано вставать на работу. Вот, поэтому сегодня долго бегать не будем. Почему решил еще раз прогуляться? Потому что вдаль я туда не ходил. И сейчас, прогулявшись, все-таки у меня будет представление о местности, что немаловажно, так как я здесь часто охочусь. И у меня сложится в голове полная картина, где и кто здесь может находиться. Возможно, хотя егерь сказал, что это было по скошенному полю, козлик выходил. То есть, возможно, он мог сместиться, что скосили. Но егерь сказал, что это было по покошенному. Ну, поэтому давайте пройдем туда вдаль, посмотрим, что там. Потому что это, повторюсь, у нас все холмистая местность. И назад уже будем идти и также сечь поляну. Все-таки, когда ходишь и темнеет, да еще и комары начали, если честно, тренды давать. Поэтому принято решение, мы немножко прогуляемся. Чтобы вы понимали, какие горы в Логойске. Ну, конечно, камера широкоугольная, она не передает. Здесь, я не знаю, наверное, высота метров 15 снизу. Конечно, здесь ничего не увидишь. Сейчас пойду перевалюсь через эту горку и посмотрю, что там. Ну, очень-очень высокий ландшафт в Логойском районе. С одной стороны, повторюсь, это очень хорошо. То есть вы, зная ландшафт,
либо посмотревши с высокой точки, вы можете подойти ближе к козлику. Вот. Но с другой стороны, всегда надо быть наготове, потому что вы можете подняться на горку и в то же самое время сразу же в него упереться. Все вышло, как в воду глядел. После того, когда я перевалился за этот бугор, сразу справа на расстоянии 110 метров от меня была косуля. Это был взрослый самец. Рожки у него были совершенно маленькие, как спички. Они были видны только тогда, когда он смотрел на меня или от меня, потому что уши были больше, чем сами рожки, поэтому сбоку они их прикрывали. И только в такие моменты, как я уже сказал, их можно было увидеть и различить. Пройдя немного дальше, я увидел, как на поле лиса бегала и хаотично что-то ловила. Когда я начал смотреть в теплик, я понял, что это она ловит майских жуков. Для меня это было, скажем так, удивлением. Я думал, что мыши, вернее, что лисы мышкуют. Вот, оказалось, что они еще ловят майских жуков и делают это настолько ловко и умело, что мне даже, скажем, и не хотелось сделать выстрел. Гораздо интереснее было поснимать, понаблюдать за лисой. Но в какой-то момент она уже меня спалила, и я понял, что, выстрел надо делать. Вот этот момент. Все, лиса у нас добыта, хотя наслаждения от этого выстрела не получил. Гораздо было интереснее ее поснимать. Вот вторая у нас лиса. Тут у нас там 120-130 метров вроде бы, где-то так. 120 показывает. Почему сразу не стрелял, когда вот она у меня стоит? Также хотел понаблюдать, может что-то новое или что-то интересное я увижу в поведении лис. Вот, поэтому я не столько гнался за выстрелом, сколько было интересно понаблюдать. Как вы видите, я пробовал пищать как мышь, но лисе это было совершенно неинтересно, да и, скажем так, смысл какой ей гоняться за мышками, когда вот тут столько майских жуков летает, она их через каждые там 10-15 секунд ловит свою мышку. Своего майского жука. И получилось, что покуда я пытался ее снимать, покуда выбирал ракурс, покуда думал, что будет красивая картинка, лиса у нас перешла в возвышенность, зашла на возвышенность. Многие могут задать вопрос, почему я не сделал выстрел. В принципе, лиса стояла довольно-таки хорошо. Расстояние там порядка 115-130 метров. Сейчас не могу вспомнить. Но дело в том, что она стояла на возвышенности. Если бы я стрелял снизу. Теперь, допустим, такую ситуацию. По какой-то причине я промазываю, и пуля идет вверх. И поверьте, с того уклона она бы перелетела этот лес. И куда бы она прилетела, никто не знает. Поэтому, как бы мне не хотелось стрельнуть, есть такое понятие, как взвешенные риски. Также в этот самый момент мне вспомнилась ситуация. Один егерь рассказывал, что также охотились с этим самым охотником, стреляли по косуле и также находилась на возвышенности. Человек стрельнул, человек промазал, и как вы думаете итог? В итоге эта пуля прилетела в окно, в окно нежилого дома. Разбила стеклопакет, Вот такие ситуации. Поэтому лучше не выстрелить, чем сделать выстрел и потом расхлебываться со всеми этими, последствиями, которые могут быть от вашего необдуманного выстрела. На обратном пути я увидел косулю на расстоянии в 400 метров. Решил ее для вас поснимать, чтобы вы поняли, как в 5-кратное увеличение
на 640 матрице видны косули. Насколько отчетливо и сразу понятно нам, что это за зверь. Я приблизил x3, это получается у нас умножено на 15. Здесь я вот тут резкость поправляю. И вот тут я уже, скажем так, что приблизительно понял, что это у нас именно самец косули. Потому что я увидел даже на таком большом расстоянии очертания рог. Здесь я уже немного больше подошел. Здесь у нас 230 метров. А вот тут как бы я рога не вижу. Вот. А получилась такая же ситуация, как я вам показывал до этого. Видите, когда он смотрит от меня либо на меня, то мы видим рожки. Но здесь у нас также рожки настолько маленькие, что они ни в какие ворота вообще не лезут. Точно такие же рожки, плюс-минус, были у того козлика, которого я видел совершенно в другом месте, когда я шел вперед, а тут у нас как бы вот когда я шел назад. И я понял, что, как говорится, такой трофей нам не нужен, и решил его не стрелять. А под конец этой охоты хотелось бы, наверное, поделиться с вами своими впечатлениями от данной охоты. Если честно, не было таких охот, наверное, последних года 3, когда бы я не приходил домой с добычей. Двоякие впечатления. Вроде бы от этой охоты я получил какое-то моральное удовлетворение. Удовлетворение то, что мне не надо стрелять все подряд. Получил, наверное, даже больше эмоций удовлетворения от своего выбора, делать выстрел или нет. Но встал другой вопрос. Как теперь жене объяснить, где я был 3 часа? Ведь если раньше я еду на охоту, я приезжаю домой и заваливаю ее, будь то бобры, будь то косули, будь то лось. Вот. А сейчас я приеду домой и скажу: жена, я приехал пустой. И реально, как мужчине, мне придется объяснять, где я провел 3 часа. Не ездил ли я на гульки с девками. Потому что, жена логически моя, она не поймет, что я пришел домой без добычи. Не знаю, позже вам об этом расскажу, как она отреагировала. И, в принципе, напишите в комментариях, какая охота, какой контент вам больше понравился. Если скажете снимать как раньше, буду снимать как раньше. Если вам все-таки понравилось мой выбор о том, что я начал именно высматривать ту косулю, которую я хочу добыть, то я буду продолжать в этом направлении.